Глава 234. Молчание селяня несколько затянулось. Рукоять сабли раскалилась до красна. Муцин громко вскрикнул, отпустил одну руку и повис на другой, но не решился слишком долго оставаться в таком положении и вновь схватился за рукоять. При этом его ладони уже дымились белыми струйками, и даже с большого расстояния остальные почувствовали запах подпаленной плоти. Хуачен небрежным жестом выпустил с ладони бабочку, но та, хлопая крыльями, пролетела несколько чжанов, меньше трети расстояния до Муцина, и растворилась в воздухе, обернувшись серебристым паром. Селянь понял, что тем самым демон продемонстрировал ему: призрачные бабочки тут не помогут. Смертельный тупик. Не стоит пытаться выйти из него, рискуя жизнью. Выражение лица Муцина, который тоже видел исчезновение бабочки, постепенно обернулось отчаянием. Он понял. Сейчас, во-первых, никто не способен его спасти, во-вторых, никто не поверит ему. Учитывая сотни предпосылок, доказывающих его злонамерение, селянь ни за что не станет рисковать собственной жизнью, чтобы вытащить Муцина. Но только, невзирая на отчаяние, Муцин не хотел смириться, не желал оставлять надежду. Стиснув зубы, он выкрикнул: «Можешь не верить мне, ну и ладно. Я не собираюсь вот так умирать». Он ухватился за рукоять крепче, словно намереваясь совершить кувырок и встать на саблю ногами, но только подтянулся на несколько цуней, как вдруг резко просел. Муцин опустил взгляд, и в его глазах отразилось бесчисленное множество озлобленных духов, которые уже расплавились до кроваво-красного месива. С исказившимися от жара лицами они хватали его за ноги и тащили вниз. Духи, почти смешавшиеся с лавой, неожиданно выплыли на поверхность и один за другим повисли на Муцине, тяжелые и обжигающие, отчего его положение заметно ухудшилось. «Пошли прочь!» — закричал почти обезумевший Муцин. Не то чтобы ему не приходилось встречаться со смертельной опасностью за сотни лет. Но то были лишь ранения, а смерть в кипящей лаве в 1000 раз страшнее. Стоило только помыслить, что он обернется струйкой дыма, как та неживая призрачная бабочка, и исчезнет без следа. Муцин просто не мог этого принять. В конце концов, силы Муцина подошли к концу, пальцы чуть разжались и больше схватиться за рукоять сабли не смогли. Пространство под саблей опустело. Он сорвался вниз, темный силуэт полетел в бушующую пламенем раскаленную лаву. Но несмотря на пронзительный крик, его тело, пролетев совсем немного, резко застыло и повисло в воздухе. Муцин еще не успел прийти в себя от испуга, добрая половина волос на голове до сих пор стояла дыбом, но рефлексы никуда не делись. Он быстро ощупал себя и обнаружил, что вокруг его талии намоталась белая шелковая лента. Разумеется, это была Жайо. Но ведь крыша дворца, где временно спасся от огня селянь, находилась не так уж близко от пропасти, и ранее лента не могла дотянуться до Муцина. Как же вышло, что Жайо схватила его, когда он сорвался? Муцин посмотрел наверх и с немалым потрясением обнаружил, что селянь вовсе не на той спасительной крыше, а прямо у него над головой. Муцину удалось продержаться так долго лишь благодаря тому, что он успел вонзить длинную саблю в камень и ухватиться за рукоять. И теперь принц стоял на той же рукояти, преклонив колено, быстро сматывая Жайо. Селянь смотрел вниз, а убедившись, что Муцин в порядке, вздохнул с облегчением: «Как хорошо, что я успел». Муцин пробормотал: «Ваше высочество». Момент спасения был настолько волнительным, что в его голове до сих пор царила неразбериха. Такое огромное расстояние, кругом кипящая лава и ни одного островка, куда можно ступить. Селянь мог прыжком преодолеть самое большее половину. Как же ему удалось прийти на помощь? Издалека раздался голос Фэн Синя: «Ваше высочество, с вами двумя все в порядке?» Муцин повернулся на звук. На крыше дворца остались стоять только Хуачен и Фэн Синь. Хуачен, скрестив руки на груди, неотрывно смотрел в сторону принца, видимо, чтобы быть уверенным, что принц в безопасности, а остальное его не беспокоило. Ну а на середине пути от крыши к обрыву из непрерывно текущей лавы невозмутимо торчал длинный черный меч. Фэн Синь, вот оно что. Муцин наконец понял, как селянь добрался до него.
Со способностью селяня к прыжкам он действительно мог допрыгнуть лишь до половины, но никак не сразу с безопасной крыши до края обрыва. Поэтому принц сперва метнул Фансинь, который вонзился в поток лавы и стал точкой опоры, затем оттолкнулся от меча и перелетел на рукоять сабли, в последний момент успев послать Джайо, чтобы та поймала упавшего. Селянь объяснил: «Только что я все размышлял, как быть, ведь здесь и правда нет ничего, что могло бы пригодиться, поэтому ушло некоторое время на раздумье. Но ты поторопился, не надо было действовать столь опрометчиво, тогда ты не упал бы так быстро». Муцин считал, что принц молчит, поскольку сомневается, стоит ли его спасать, а оказалось, Селянь искал способ спасения. Удивительно, как ему удалось хладнокровно размышлять в столь критическом положении. Капли пота на лбу Муцина выступили отчетливее. Он поднял голову, и Селянь протянул ему руку, с улыбкой говоря: «В общем, хоть я и подоспел с небольшим опозданием, все же руку протянуть еще не поздно, верно, наверное». Из-за слишком долгого висения над обрывом руки Муцина показались ему самому непомерно тяжелыми, так что поднять их никак не получалось. Селянь опустил свою руку ниже: «Поднимайся». Муцин, наконец, схватил его ладонь. Вся его рука, от пальцев до плеча, дрожала, но Селянь, приложив усилий, подтянул его наверх, и вот они уже вдвоем стоят на рукояти сабли. Принц повернулся и помахал стоящим на крыше: «Сань Лан, получилось хорошо, ГГ, теперь возвращайся, немедленно, хорошо, мы уже идем». Принц посмотрел на Муцина. «Ты сможешь прыгнуть? Если нет, мне тебя понести». Муцин шевельнул губами. Я, всмотревшись в лицо Муцина, принц решительно заявил: «Лучше я возьму тебя», и схватил того за спину. В прошлом Муцин, наверное, незаметно закатил бы глаза и дернулся, чтобы его не хватали, ведь это так унизительно. Но сейчас он не мог вымолвить ни слова. Селянь приготовился прыгать, но они оба неожиданно почувствовали, как подкосились колени. Что за чертовщина? Сабля, торчащая из скалы, ни раньше, ни позже, сдвинулась с места именно в такой момент. Хуачен моментально переменился в лице. ГГ. Теперь уже двое полетели вниз, в бурлящую огнем реку. Но даже в момент, когда языки пламени буквально поджаривали им зад, Селянь сохранил способность быстро мыслить. «Все хорошо», — крикнул принц, совершил несколько кувырков в воздухе, схватил падающую саблю и обеими руками вновь вонзил ее в скалу. С громким звоном в стороны брызнули огненные капли, яркие и слепящие. За пределами божественного сияния, окружившего тело Селяня, эти капли походили на разбивающиеся золотые камешки. Но если защитное сияние исчезнет, одна такая капелька просто-напросто прожжет в теле дыру насквозь. Джайо подвесила Муцина повыше, и Селянь со всей серьезностью обратился к нему: «Сабля долго не выдержит веса двоих мужчин, так продолжаться не может. Из нас двоих здесь должен остаться только один». Муцин, чуть придя в себя, проговорил: «Хочешь сказать, и это будешь не ты?» Зрачки Муцина чуть сузились, он не успел и рта открыть, как Селянь схватил его и бросил наверх с криком: «Гляди в оба!». Муцин от броска перелетел через край пропасти и обнаружил, что направляется в сторону Фансиня. Приведя эмоции в порядок, он перевернулся в воздухе и опустился на рукоять торчащего из лавы меча. Здесь он наконец понял, почему Селянь отправил его в полет первым. По той простой причине, что такое расстояние сам принц, вероятно, смог бы преодолеть сам, измеряя от опустившейся на несколько чжанов вниз сабли. Но Муцин бы не осилил прыжка. Для него это слишком далеко. Он добрался до Фансиня лишь благодаря силе броска Селяня. Фэн Синь утер пот со лба и заключил: повезло, что его высочество быстро соображает. Хуачен же оставался серьезным и сосредоточенным. Он позвал принца: «ГГ. Если сейчас же не вернешься, я сам спущусь за тобой». В его голосе слышалось предупреждение, и Селянь быстро отозвался: «Я уже поднимаюсь. Все не так плохо, я в состоянии вернуться сам, тебе не нужно спускаться». Напряжение на лице Хуачена наконец немного спало, но взгляд все же остался направлен в сторону обрыва. Фэн Синь, поглядев на демона, не удержался от комментария: «Весьма неожиданно, Хуачен,
не оборачиваясь, без тени любопытства спросил, что Фэн Синь почесал затылок. «Я думал, ты враждебно настроен по отношению к Му Цину и считаешь, что его не стоит спасать, поэтому будешь противиться такому решению его высочества и не позволишь ему отправиться на помощь». Хуа Чен наконец удостоил Фэн Синя взглядом и ответом: «Ты наполовину прав, наполовину ошибаешься. А первую часть ты угадал. Я действительно считаю, что Му Цина не стоило спасать, мне до него нет никакого дела». Фэн Синь неловко вспотел от вида безразличного лица Хуа Чена. «Тебе не кажется, что ты излишне прямолинеен? К тому же, у Фэн Синя возникла мысль, что демон и к нему самому относятся точно так же, отчего ему стало еще более неловко». Хуа Чен прыснул со смеху, сделал паузу, затем добавил: «Но как поступить, решать только его высочеству. Я никогда не стал бы оспаривать его выбор». Фэн Синю еще не приходилось слышать подобных слов ни от мужчины женщине, ни и тем более от мужчины мужчине. Посчитав, что если принц это услышит, снова случится нечто неприличное, Фэн Синь, не зная, какое выражение придать своему лицу, лишь пробормотал: «А, вот как». Хуа Чен отвернулся и перевел взгляд на селяня, который посреди текущего пламени оглядывался по сторонам, раздумывая, как оттуда выбираться, и улыбнулся: «Кроме того, я знал, что он так поступит». Тем временем селянь сказал Му Цину: «Му Цин, тебе лучше скорее перебраться на крышу, только не беги больше, мы сможем все обсудить чуть позже». Му Цин осознал, что если он не освободит место селяню, тому будет некуда прыгать. Заставив себя мыслить хладнокровно, он приготовился перескочить на крышу дворца, как вдруг селянь внизу вскрикнул: «Кто здесь?». Принц молча копил силы, стоя на рукояти сабли, когда за его спиной неожиданно разошелся в стороны вертикальный лавовый поток, из которого высунулась пара рук, схвативших его. Совершенно очевидно, что руки показались из лавы, но при этом оставались пугающе холодными. По телу принца прошла дрожь, он услышал сверху голос Хуа Чена: «Ваше высочество». Пара рук крепко обхватила селяня и сдернула вниз. Принц выглядел ошарашенным, а за его спиной остальные разглядели поймавшее его существо. Белые одеяния и полуплачущая, полусмеющаяся маска на лице, застывшая не то в радости, не то в скорби. Безликий Бай Жайо, почувствовав опасность, заметалась и устремилась вверх, пролетев мимо Му Цина. Тот, не успев ничего сообразить, схватил ленту, но сила на другом конце оказалась слишком велика, и Му Цин не только не смог удержать принца, но и сам полетел следом. Селянь стремительно падал посреди бешено летящих искр, а возле уха звучал смех безликой твари: «Ха-ха-ха-ха-ха-ха». Наивно. Как наивно, Синьле. Ты думал, что хороший конец, когда все целы и невредимы, достается так просто? Внизу кипели волны смертельного пламени, но душу принца обуревал ледяной ужас. Охваченный соединением холода и жара, селянь вскинул голову и над собой, среди застилающего все огня и света, вдруг увидел то исчезающую, то появляющуюся вновь красную фигуру, которая быстро приближалась. Хуа Чен прыгнул за ним, но ведь внизу текла настоящая лава.